Доброе утро, Стоп-Гейм! В эфире Инфакт. Начнем с мостика ко вчерашнему выпуску, в котором Семен рассказывал о внезапном прекращении поддержки рогалика Dead Cells. Предшествовало этому обещание сделать 2024 одним из самых важных годов в истории развития проекта, и о закрытии речи тогда не было и близко. Фанаты игры набежали на сооснователя студии Motion Twin Себастьяна Бернара, который нынче уже там не числится и работает в другой студии, и он, как есть, выдал в Дискорде следующее, цитата: «Раз вы спрашиваете меня, то я бы сказал, что Motion Twin приняла самое плохое и жопошное решение против Dead Cells и Evil Empire. Я лично видел ситуацию за кулисами и, честно говоря, рад, что больше не участвую в этом. Официальное заявление полностью маркетинговая чушь, на самом деле все происходит при совершенно иных обстоятельствах. Никогда не думал, что моя бывшая совместная студия окажется сборищем настолько жадных людей. Желаю всего самого наилучшего Evil Empire в будущих проектах и надеюсь, что эти люди переживут такое резкое отрубание экономического потока». Конец цитаты. Evil Empire — это команда-партнер, которая преимущественно и занималась апдейтами игры в последние годы, в то время как сама Motion Twin работала над своей следующей игрой Windblown. В общем-то, тем же теперь будет занята и Evil Empire. Как пишет компания в своем экс-твиттере, здесь наши дела закончены, время взяться за новую игру в скобочках или две. Подробностями ребята обещают поделиться уже в скором будущем. И раз уж заговорили про будущее, именно туда отправилась ролевая The Taumaturg про альтернативную версию Варшавы из прошлого. Релиз игры перетащили с 20 февраля на пару недель дальше, 4 марта. Причиной стал плотный график релизов февраля, хотя по заявлениям создателей игра уже готова и просто хочется, чтобы у игроков нашлось на нее время. В свежем превью билде 11-й винды нашли следы любопытной штукенции под названием Auto Super Resolution — автоматическое суперразрешение. Описание настройки гласит: использовать ИИ, чтобы поддерживаемые игры работали более плавно и с повышенной детализацией. То есть эдакий встроенный аналог DLSS или FSR, но, как говорят инсайдеры, работающий не на видеочипе, а на специальном NPU, выделенном нейронном процессоре, вроде тех, что уже заявил у себя в процессах AMD. И далее при запуске любой игры винда предоставит уведомляшку о возможности активировать суперразрешение с OTSR. Следующее большое обновление Windows 11 предположительно намечено на осень. И учитывая недавние новости о добавлении целой новой кнопки для искусственного интеллекта, возможно, нас ждет первый шаг к преображению привычного быта использования компьютера и заодно навстречу будущему, показанному Кэмероном в далеком 84-м. Меньше чем через 2 недели Elden Ring будет отмечать свое 2-летие, а обещанная DLC Shadow of the Earth 3 так до сих пор света не увидела. Однако это не значит, что проект заброшен или отменен. В финансовом отчете родительской компании From Software Kadokawa есть заметка о расширении, и звучит она примерно как: «Мы трудимся над DLC, не покладая рук, но на данный момент объявить дату выхода не можем». При этом компания хвалится превзошедшей все ожидания прибылью от продажи новенькой Armored Core 6 и все еще стабильно выбивающей иены для своих создателей Elden Ring. Extraction Shooter Escape from Tarkov обновился до версии 0.14.1.0. Будучи шутером весьма дотошным ко всяким мелочам и деталям, игра позволяет себе посвятить патч, например, перепросчитыванию взаимодействия пули с многослойной броней, тем, какой за броневой урон все-таки полагается игроку, как отдельные плиты ломаются при встрече с пульками и всяким удобством с этим всем связанным. Самое интересное и важное мы собрали для вас в статейке на сайте, и там же при желании найдете ссылку на полный патчноут. Помимо уже внесенных изменений, Battlestate Games тизерит и скорое открытие возможности приобрести платное расширение для своего внутриигрового схрона, а также тренировочного кооперативного режима. Раньше эти плюшки шли в комплекте с изданием Edge of Darkness, но сейчас его из продажи изъяли. Споры о том, является ли это pay-to-win, от которого открещивались создатели, ищите в комментариях под новостью. Чуть менее суровая Amnesia The Bunker, потому что страшные монстры пугают не так сильно, как взаимодействие с обвесами пушек в Таркове. В общем, в Амнезию тоже завезли слегка контентную заплатку. И главным блюдом в обновлении стал новый уровень сложности. Очень низкий. Ниже низкого. Как говорят сами авторы, представьте, что все ползунки в простой сложности отодвинуты еще на ступень ниже. Вместе с новой сложностью в игре появится режим с переключением для наклона, режим с уменьшенной тряской камеры, внешний вид и читабельность текста на фотках были улучшены, а также были пофикшены определенные баги, из-за которых у некоторых игроков не получалось выбить конкретные достижения, терялись иконки взаимодействия, а отдельным счастливчикам вообще не везло застрять с факелом в руке при активации переключателя использования предметов. В общем, некоторые злые штуки, которые наконец-то были исправлены.
И напоследок парочка любопытных историй. 11 лет назад разработчик Майкл Хюль, который нынче трудится в Machine Games, продал Valve свою карту для Counter-Strike под названием Mirage. Тогда называлась DCPL Strike. Пару дней назад он заявил, что если бы такая сделка прилетела к нему сегодня, он бы все сделал иначе и, цитата, «ни за что бы на это не пошел». При этом Хюль утверждает, что дело вообще не в деньгах, предложение было щедрым и признает, что без официального статуса такой популярности карта снискала бы едва ли. Но то, что специалисты из Valve сделали с планировкой его карты, коробит автора до сих пор, цитата. «Если вы заглянете в версию 1.6, то сразу заметите это в точке А и в середине локаций». Конец цитаты. И вот как все обернулось. Вечером в воскресенье завершился престижный турнир IEM Katowice 2024 по Counter-Strike 2. Team Spirit стала там чемпионом, одолев команду FaZe Clan со счетом 3-0. А один из финальных раундов как раз проходил на Мираже. В истории команды это первое место в турнирах с уровня по контре. А это Ричард Уэллс, и именно его голос мы слышим в начале почти что каждого игрового трейлера, оцененного возрастной комиссией PEGI. Вот это PEGI 18. И его слова записаны еще в 2009-м, а новость в том, что он рассказал о себе в ТикТоке и внезапно стал там звездой, собрав под видео с приветствиями уже почти 14 миллионов просмотров, хотя каналу нет еще и недели. Как признался Уэллс, за эту запись PEGI заплатила ему 200 евро и никаких других роялти ему не полагаются. Запись сделана, как я уже сказал, в 2009-м, а так-то он в индустрии уже 40 лет, за плечами 10 тысяч записей с миллионами слов, но знают его в основном как человека, который говорит PEGI 18. А мог бы говорить «Доброе утро, Stop Game». Кстати, на нашем сайте вы уже можете прочесть текстовый обзор новой игры Don't Not авторов Life is Strange Banishes Gods of New Eden. Автор обзора Кирилл Волошин. Доброго дня!